Принять смерть становится легче, если успеваешь сделать все дела и попрощаться со всеми, кто близок. А желание человека на смертном одре – закон. 65-летний Роберт Гонсалес попросил близких о последней услуге. Он хотел успеть увидеть Ринго и Сахару, своих воспитанников, скаковых лошадей, в которых души не чаял. И это сбылось. Гонсалес – ветеран войны во Вьетнаме, который получил тяжелые ранения, превратившие его в инвалида. Но это не сломило мужчину, который поселился на ранчо и стал по мере сил вести хозяйство. Хоть и частично парализованный, он считал своим долгом трудиться и приносить пользу стране и людям. Одним из его главных дел стало воспитание скаковых лошадей. Это позволяло проводить больше времени на улице и в движении, заставляя недуг отступить. Но с возрастом последствия старых травм дали о себе знать, и у Гонсалес начали отказывать почки. Пошли осложнения на печень, которые медики классифицировали как смертельные, и на долгих 10 месяцев заточили его в больничную палату. Но стало очевидно, что ветеран доживает последние дни, поэтому было решено, что можно сделать небольшое отступление от правил ради умирающего. Когда мы понимаем, что пациент находится у последней черты, мы стараемся сделать его жизнь максимально комфортной, сказали в пресс-службе больницы. Ринго и Сахару, двух любимых лошадей Гонсалеса, отвезли за 200 километров, а его самого на кресле вывезли во двор лечебного учреждения. Когда животные увидели своего хозяина, они тут же подошли к нему и стали ласкаться, пытались поцеловать его. Едва живой ветеран почувствовал это и сумел открыть глаза, чтобы поздороваться с ними. Говорить Роберт Гонсалес уже не мог, поэтому сцена прощания с лошадьми была безмолвной. Но все понимали, ощущали, что происходит и какое важное дело было сделано. Трагический и светлый момент.